Наш мозг очень сложная штука. Он работает по определенным алгоритмам. Наше сознание, наша психика – все устроено по определенной схеме. Это как машина с множеством деталей. И чтобы починить эту машину, нужны правильные инструменты. Если использовать не те инструменты, можно только все испортить. Представьте, что вы пытаетесь починить часы. Вы же не будете использовать молоток и зубило. Вам нужны специальные инструменты. Так вот, наш разум, он гораздо тоньше и сложнее любых часов. И к выбору инструментов нужно подходить еще более тщательно. Интернет перевернул нашу жизнь. Он открыл доступ к огромному океану информации. Но, к сожалению, он же стал и рассадником неэтичных практик. И это касается и сферы психологии. Этика и профессионализм важны в любой сфере. Но в психологии особенно, ведь мы имеем дело с разумом, с эмоциями людей. И если пренебрегать этикой, последствия могут быть очень серьезными. Ближе к сути, регрессивная терапия – это особое направление. Она работает с подсознанием или душой человека. Такая терапия может быть очень полезна. Но если подходить к ней неэтично, она несет в себе огромные риски. Существует два основных вида регрессивной терапии – регрессивная терапия и регрессивный гипноз. Рассмотрим, как легко перепутать визуализацию и телепатическое считывание, и как эта путаница превращает терапию в опасный гипноз. Сначала разберемся с источником информации, так, внешний или внутренний. Первое ключевое различие между телепатическим чтением и визуализацией заключается в источнике информации. Откуда она поступает? Это принципиальный момент. Телепатическое чтение подразумевает получение информации из внешнего источника. Это может быть разум другого человека или некое универсальное информационное поле. Неожиданные откровения или знакомая местность. Еще одно ключевое различие заключается в самой природе информации. Телепатическое чтение часто приносит неожиданные откровения. Полученная информация может удивить, даже шокировать. Она может раскрыть то, о чем читающий ранее не имел ни малейшего представления. Детали и точность – признак настоящей телепатии. Пожалуй, самое убедительное различие между телепатическим чтением и визуализацией заключается в уровне детализации и точности, которого можно достичь. Телепатия, в отличие от простого воображения, позволяет получать информацию, которая может быть проверена и подтверждена. Настоящее телепатическое чтение может дать невероятно конкретную и проверяемую информацию. Это не просто образы или догадки, а точные данные, которые можно использовать в реальных ситуациях. Представьте себе детектива, использующего телепатию для раскрытия преступления. Он не просто полагается на интуицию или догадки, а получает четкие и конкретные образы, которые помогают ему в расследовании. Он может получить четкое изображение преступника, его местонахождение или важную улику. Эти образы могут быть настолько детализированными, что детектив может буквально увидеть преступление, как если бы он был там. Эту информацию можно сопоставить с вещественными доказательствами, что приведет к успешному раскрытию дела. Например, если детектив видит в своем уме конкретное место, где спрятано орудие преступления, он может отправиться туда и найти его там. Это не просто совпадение, а результат точного и детализированного телепатического чтения. У меня есть опыт поиска пропавших людей и вещей. Благодаря моим телепатическим способностям людей находили именно там,
где я указала. В одном случае преступник привез украденную девочку туда, куда мы с Евгением ему приказали, по телепатическому каналу. В научных исследованиях телепатия также может играть важную роль. Ученые могут использовать телепатические данные для подтверждения своих гипотез или для получения новых инсайтов, которые невозможно было бы получить другими методами. В терапевтической практике телепатия может помочь терапевтам лучше понять своих пациентов. Получая доступ к мыслям и чувствам пациента, терапевт может предложить более точные и эффективные методы лечения. Таким образом, телепатия открывает новые горизонты в различных областях, от криминалистики до медицины и науки. Ее потенциал огромен, и с каждым днем мы все больше узнаем о ее возможностях и применениях. Опасность принятия визуализации за реальность. В сфере регрессивной терапии путаница между визуализацией и телепатическим чтением может иметь серьезные последствия. Когда клиент приходит на сеанс, он часто ожидает, что его воспоминания будут точными и подлинными. Однако визуализация может создать иллюзию реальности, которая на самом деле является лишь проекцией его подсознанных программ, убеждений и опыта. Представьте, что терапевт использует визуализацию, чтобы провести клиента через регрессию в прошлый опыт. Клиент закрывает глаза и начинает видеть сцены, которые кажутся ему знакомыми и реальными. Эти сцены могут быть настолько детализированными, что клиент убеждается в их подлинности. Клиент может ярко пережить события, которые кажутся реальными, и даже испытывать сильные эмоции, связанные с этими событиями. Он может описывать детали, которые кажутся ему важными и значимыми. Но действительно ли он получает доступ к подлинным воспоминаниям прошлой жизни или просто к своим собственным подсознательным проекциям? Это важный вопрос, который требует внимательного рассмотрения. Терапевт должен быть осторожен, чтобы не вводить клиента в заблуждение. Или просто к своим собственным подсознательным проекциям. Важно помнить, что визуализация может быть мощным инструментом, но она также может быть источником путаницы. Клиент и терапевт должны работать вместе, чтобы различать реальные воспоминания от проекций, чтобы избежать ложных убеждений и недоразумений. Еще более опасной может стать практика, когда человек-слипер выдает себя за телепата. Такая терапия превращается в настоящий гипноз, потому что слипер, как такие люди себя и называют, выдает свои иллюзии за телепатическое считывание. В таком случае речь идет о навязывании собственных жизненных сценариев и ярлыков, или, как говорят психологи, речь о демонической манипуляции. Кроме вреда клиенту, такие регрессологи берут на себя карму за жизнь тех людей, которых они заводят в заблуждение. Этические аспекты и потенциальный вред. Этические последствия ошибочного принятия визуализации за телепатическое чтение весьма серьезны. Это может привести к серьезным недоразумениям и недоверию между терапевтом и клиентом. Когда терапевт выдает собственные визуализации за истину клиента, он фактически навязывает ему свое мировоззрение. Это не только нарушает профессиональные границы, но и может привести к искажению восприятия клиентом реальности. Навязывание своего мировоззрения другому человеку может быть невероятно разрушительным. Человек может начать сомневаться в своих собственных мыслях и чувствах, что приведет к еще большему внутреннему конфликту. Это может быть невероятно разрушительным, особенно для людей, которые уже уязвимы или
ищут ответы на глубоко личные вопросы. В таких случаях клиент может почувствовать себя еще более потерянным и одиноким. Важно помнить, что терапевт должен быть нейтральным и поддерживающим, помогая клиенту найти свои собственные ответы. Этические нормы требуют, чтобы терапевт уважал автономию клиента и не навязывал свои собственные убеждения. Соблюдение этих норм помогает создать доверительные отношения и способствует эффективному терапевтическому процессу. В конечном итоге цель терапии – помочь клиенту обрести внутреннюю гармонию и уверенность в своих силах. Учитывая все подводные камни, как практикующим специалистам, так и клиентам, крайне важно развивать в себе способность различать телепатическое чтение и визуализацию. Терапевты обязаны пройти серьезную подготовку, а каждый, кто работает для своих клиентов в качестве телепата, обязан пройти слепое тестирование на телепатическое считывание у опытного специалиста. Я проводила множество таких тестов с моими клиентами и учениками. И вот что я вам скажу: телепатический дар чрезвычайно редко встречается. Большинство из тех, кто предлагают подобные услуги, по факту не имеют права работать с людьми, так как не являются ни специалистами в сфере регрессивной терапии, психологии, коучинге или психиатрии. И что самое опасное, они выдают обычную визуализацию за телепатическое считывание. Но почему-то людей не смущает даже название их услуг. Они в открытую заявляют, что предлагают вместо терапии гипноз. Регрессивный гипноз использует навязывание собственных сценариев, навешивание ярлыков и предлагает иллюзию вместо истинного исцеления. Специалист, который берет на себя ответственность за психическое здоровье других людей, обязан быть уверенным в том, что он не навязывает клиентам свои собственные представления и сценарии. Что еще отличает телепатическое считывание от обычной визуализации? Так это эмоции. Они могут быть мощным индикатором в сфере телепатических переживаний. Когда мы имеем дело с настоящим телепатическим чтением, полученную информацию часто сопровождает сильный эмоциональный резонанс. Речь идет не просто о визуализации образов или слышании слов, а о том, чтобы прочувствовать ту эмоциональную нагрузку, которая стоит за этими образами. Еще одно важное различие между телепатическим чтением и визуализацией заключается в уровне затрачиваемых усилий и контроля. Телепатическое чтение часто происходит спонтанно, без сознательных усилий. Это как внезапная вспышка озарения или знания, пришедшее из ниоткуда. Завершая наше исследование телепатического чтения и визуализации, нельзя не подчеркнуть важность этического подхода в регрессивной терапии и всех формах психического исследования. Погружение в глубины человеческого разума – это огромная ответственность за то, чтобы подобные исследования проводились честно, с состраданием и непоколебимым соблюдением этических норм.